Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видеоролике я вяжу очень яркий и эффектный головной убор. Это капор или балаклава крючком. У меня сочетание двух цветов нити, черная и белая. Именно этот узор прекрасно смотрится в сочетании цветов, двух и более. Выбор цвета на ваше усмотрение. Характеристики моей нити: в 100 граммах 240 метров. Если ваша нить толще, вам необходимо связать меньшую рядность, или изделие получится большего размера, и наоборот. Также мне потребуется крючок номер 4, ножницы. Изделие очень яркое и необычное, вяжется легко и просто. Поэтому предлагаю приступить к работе. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Накидываю нить на ладонь, оборачиваю вокруг, вставляю крючок под нижнюю нить и подхватываю верхнюю нить, провязывая получившуюся петлю рабочей нитью один воздушный и следом второй воздушный стежок. Получилась имитация столбика с одним накидом. Далее накид, в это же кольцо провязываю столбик с одним накидом и еще один, третий. Сейчас я показываю на белой нити, но не имеет значения, с какой нити вы начнете. Можно начать вязать с черной или с белой. Теперь воздушная петля. И снова пучок из 3 столбиков с одним накидом. Первый, второй и третий. И снова воздушная петля. И повторяю пучок. Таких пучков в кольцо нужно провязать 4. Получится 12 столбиков в круг. Второй и третий. Снова воздушная петля. И последние 3 столбика в кольцо с одним накидом. Готово. Затягиваю кольцо. Провязываю еще одну воздушную петлю, вынимаю крючок, вставляю крючок под первую кромочную косу, она находится после сразу подъемных стежков, и увожу петлю с лица наизнанку. Здесь можно подхватить нить начала, протянуть в эту петлю и так закрепить, поравнять. Отрезаю нить с небольшим запасом, после чего эти 2 нити вяжутся в полотно. Вот такая заготовка с 4 точками для провязывания у меня получилась. Вот белого цвета и такая же есть черного цвета. Далее буду вязать белой нитью. Если вы вязали черной, вяжите как я белой. Если белой, то вяжите черной для чередования. В месте окончания ряда я начинаю новый ряд. Накидываю нить на крючок, фиксирую край начала нити, вставляю крючок в первое отверстие. Эти отверстия образовались между пучками из столбиков с одним накидом. И провязываю накид и петлю, которую вновь образовала, и еще одну воздушную петлю. Первый столбик следующего ряда готов. Далее накид, в эту же точку еще один столбик с одним накидом. Подтягиваю нить окончания, начала ряда, все они ввязываются в полотно. Снова накид и последний 3 столбик. После чего воздушная петля,
Белую нить можно убрать в сторону, черные продолжаю ввязывать, так как их менее заметно. Следующее отверстие через 3 столбика. Отверстия для провязывания у меня вот, их хорошо видно на белой детали. Накидываю нить, вставляю в отверстие для провязывания и провязываю столбик с одним накидом. Далее снова столбик с одним накидом и еще один столбик. Получается снова пучок из 3 столбиков. Воздушная петля в ту же самую точку. Пучок из 3 столбиков с одним накидом. Первый. Второй. И третий. Таким образом я делаю добавление в угловых точках и получаю угол на следующий ряд. Здесь я свяжу еще 3 столбика в одну точку в конце ряда. Снова воздушная для перехода, для вот этой перемычки. И в точку для провязывания 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Снова одна воздушная и снова пучок из 3 столбиков в эту же самую точку. Первая, вторая, третья. Готово. Вот что у меня получается. Далее воздушная петля, следующая точка и 3 столбика с одним накидом провязываю в нее. Далее воздушная петля и еще 3 столбика в эту же самую точку. То есть вторым рядом я провязываю по 2 пучка из 3 столбиков с одним накидом в каждую точку. Но между этими пучками я также провязываю одну воздушную петлю для образования таких петелек на углах. Далее воздушная петля и в последнюю точку для завершения узора 3 столбика с одним накидом. Последний. Далее для завершения узора воздушная петля. Вставляю крючок в первую кромочную косу, увожу петлю туда, оставляю как есть. Далее тот же самый цвет у меня используется. Я накидываю, ныряю в арку, подхватываю петлю и вытягиваю рабочей нитью первый столбик с одним накидом. Готово. Далее еще один и еще один. 3 столбика с одним накидом в одну точку. Воздушная петля. Здесь в эту арку я провязываю 3 столбика с одним накидом в одну точку без добавления. Добавляю только в угловые точки. Второй и третий. Далее воздушная петля и снова угловая точка, где у меня будет добавление. То есть я провязываю 2 пучка, состоящих из 3 столбиков с одним накидом, через одну воздушную. Первый пучок воздушная петля и второй пучок в эту же самую точку из 3 столбиков с одним накидом. Готово. Тем самым получилось добавление и новая угловая точка для следующего ряда.
Так я вяжу до конца ряда. Третий ряд заканчивается в той же самой точке, в которой он начинался. Здесь необходимо добавление, поэтому я провязываю еще один пучок из столбиков с одним накидом в эту точку. Первый, второй и третий. Воздушная петля. Завершаю ряд по аналогии. Здесь у меня заканчивается белый цвет и будет вводиться темный, поэтому нить отрезаю с небольшим запасом. В петлю увожу эту нить и подтягиваю, фиксируя. Край нити точно так же вяжется в полотно следующим рядом. Каждый следующий ряд похож на предыдущий. В арке между углами я провязываю по 3 столбика с одним накидом. Далее в арке угловые я провязываю по 6 столбиков с одним накидом, но между этими столбиками у меня идет одна воздушная. 3 воздушная, 3. Таким образом у меня получается квадрат. Он еще называется бабушкин квадрат. Для изделия мне потребуется 8 таких квадратов. При этом 4 с началом от черного цвета и 4 с началом от белого цвета. Я накидываю нить на крючок, ввожу крючок в арку, подхватываю рабочую нить и провязываю имитацию первого столбика. И еще одна воздушная. Готово. Далее накид, еще 2 столбика. Первый пучок из 3 столбиков с одним накидом провязан. Далее по аналогии, как в предыдущем ряду, до конца ряда. У меня закончился 4-й ряд, я выхожу на 5-й, он тоже черного цвета. Всего заготовка нужна 6-рядная. Здесь у меня деталь с началом от белого цвета, то есть ряд белый, 2 черных, 2 белых, ряд черный. Здесь, соответственно, наоборот, ряд черный, 2 белых, 2 черных, и закончится белым рядом заготовка. Провязываю еще ряд черный, а следом ряд белый. 6 рядов провязано. Теперь я отрезаю нить с хорошим запасом. Для сшивания мне потребуется только белая нить, поэтому квадрат с последним черным рядом я нить уже спрятала, здесь остатка никакого нет. Здесь ввожу крючок в кромку, увожу и возвращаю в исходную петлю на изнанку. Вот что у меня получилось. Итак, еще раз напоминаю, мне потребуется 4 таких и 4 таких детали, всего 8. Необходимые детали готовы. Откладываю в сторону пока которые мне не нужны. 2 белых, 2 черных. И здесь последовательно мне нужно проложить швы, чередуя цвета. Следующим образом. Шов у меня будет проходить белой нитью. Я вставляю крючок в угловую точку с одной стороны и в угловую точку с другой стороны. Подхватываю нить, вывожу петлю. Далее соединительными петлями поочередно. Одна полупетля с одной стороны и одна полупетля с другой. Крючок вставляю сначала в белые петли, дальние от меня, и здесь точно так же дальняя от меня полупетля. Соединительными стежками иду до конца ряда.
Первый шов готов. По аналогии прокладываю следующий. Подхватываю сначала белые петли с одной и с другой стороны. И точно так же соединительными стежками прохожусь по одной и второй детали. Четыре детали последовательно сшиты. Теперь собираю их в кольцо. Ввожу нить для сшивания. Точно так же подхватывая поочередно с одной и с другой стороны. Готово. И так далее, стежок за стежком. Сейчас у меня готово основание или ножка капора или балаклавы. Я беру следующую деталь, пусть она будет черная, и пришиваю ее к белой. Здесь у меня есть остаток нити, которым можно воспользоваться. Последовательно вставляю крючок в петли и провожу пришивание. Все по аналогии. На данном этапе я сшила 7 деталей, 4 круговых основания и 3 в шахматном порядке. Это лицевая часть. Сюда деталь пришивать я не буду, а пришиваю ее на макушку. Но здесь у меня сойдутся 2 белых детали, поэтому по этой стороне советую шов проложить черный, только на этом промежутке сшивания. Здесь продолжаю угол к углу и пришиваю к макушке последнюю деталь. У меня подходит к окончанию последний шов, и здесь я перехожу на обвязку края. Соединяю углы и далее простыми столбиками без накида прохожу как по черным, так и по белым деталям, чтобы не было вот таких стыков, а все было однородно. Сейчас идет шов вокруг лица. Далее аналогичный шов можно сделать и по низу. В конце обязательно покажу фото готового изделия на модели. На углу при переходе я делаю убавление, собирая сразу несколько петель на крючок, 3 петли от каждой из деталей, и провязываю их вместе. Далее продолжаю обвязку по другой детали. Я закончила капюшон капора. Так это смотрится. Получился очень яркий и эффектный. Сейчас озвучу размеры. Ширина ножки 32 сантиметра, высота 17 сантиметров. Глубина капюшона 23 сантиметра и высота капюшона 23 сантиметра. Изделие на стандартный взрослый размер головы 54-56. Как и обещала, прикрепляю фото изделия на модели. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!